Всем привет! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Мы занимаемся ремонтом автомобилей марки Great Wall и Haval. В сегодняшнем нашем видео будет довольно-таки интересная история. А интересна она следующим. Это Wingal 7. С, казалось бы, не очень-то и большим пробегом, но застучал мотор. Забегая наперед, скажу, мотор ставили новый. Почему? Объясню в ролике. Эй, мужики, вы не поверите. Это твоя мобила? Да, А почему ты нам не звонил? 2 дня как вырубилась. Я ее зарядил и нашел там фотки. Что? О, черт! Да, там полная жесть. О, надо бы посмотреть. Ой, не надо никому ничего Да смотреть. ладно вам, я же Майк Тайсон, я уже все повидал. Он со свой. Ну ладно, ну только разочек. И сразу сотрем. Не переживай. Собственно, вот он наш подопечный на сегодня. Wingal 7. Пробег сейчас чуть попозже покажу. Значит, предыстория такова. По-моему, то ли в том году, то ли в позапрошлом году здесь оборвало ремень ГРМ. Жена владельца со мной связывалась, там по запчастям, что-то еще. Я тогда не очень, скажем так, владел ситуацией по этим моторам. В общем, где-то его в Москве отремонтировали. После этого, то есть, ну, как бы они вот ездили, и здесь появился какой-то посторонний стук. Причем стук достаточно интересный. Он здесь не сразу проявляется. Сейчас я постараюсь снять. Я сейчас пока один здесь возле боксов. Постараюсь вам заснять. Заодно и приборную панель покажу с пробегом. Звук запуска и, в общем-то, работу двигателя. Итак, пробег у нас здесь 105 тысяч. Значит, сейчас я продемонстрирую запуск. Назвать его хорошим, как бы, язык, честно говоря, не поворачивается. Сейчас попробуем открыть капот. То есть, как бы сейчас вот он работает вроде ничего. Да? Ой, у нас тут очень скользко, боюсь упасть. Пованивает солярочкой. Ну, мотор холодный, ладно, бог бы с ним. Но дымок сизый. И вот он, есть легкий такой перестук. Блин, не открылся капот. Ладно, сейчас я это и открою. Есть такой легкий перестук. Не совсем мне понятный. То есть вот он стоит, работает. Вот он. То есть, то нет. То есть, то нет. Газку дашь, проявляется. Вот он. И сизый дымок. Я говорю, сейчас мы его тогда будем загонять. Сейчас капот я тоже открою. Подъедут у меня напарники. Откроем с ним капот, потому что мне в одну руку неудобно. Вот он появился такой цокающий. Как будто вот гидрокомпенсатор или коромысло стучит. Непонятно. Я говорю, сейчас вот, я говорю, мы его загоним и будем разбираться. Вот сейчас такой более наглядный, он более звонкий. Сейчас он уронил обороты с прогревочных. Он более такой наглядный и более звонкий этот звук. Сейчас вот у меня напарник подъехал. Сейчас мы откроем капот. И он немножко подгазует, и вы послушаете более внимательно. Собственно, вот он, этот звук. И звук такое ощущение, что откуда-то сверху. Вот непонятно. Я говорю, сейчас вот вообще ничего не понятно. Потому что звон идет такой распространяющийся. Что мы сейчас будем делать? Сейчас мы его загоняем, значит, в гараж. Снимаем форсунки, залезаем видеоглазом в поршневую, чтобы нам понять, проблема ли в поршневой либо это в ГБЦ что-то. Вот, чтобы вы понимали размеры этого чудища. Вот там ховер стоит, да, насколько он влезает. И насколько здесь, то есть, грубо говоря, в яму мы уже залезть не можем. Здесь у нас
Ну, как бы назад мы его сейчас подадим немножко еще, но здесь, как бы, можете видеть, сами места не сильно много. Это еще с учетом того, что сейчас камера на широкий угол, потому что если я не широкий угол включу, вам тут вообще ничего не будет видно. То есть машина эта достаточно большая. И будут некие некомфортности, скажем так, с работой с ней. Еще добавлю, своим ходом она уже у нас не заехала, она глохнет, плохо заводится. То есть только чуть нагрелся мотор, все-таки, скорее всего, что-то там поршневое. Сейчас мы масло с него сольем, и будет уже более-менее понятно, потому что пришлось его лебедкой сюда затаскивать. Текс, дамы и господа, раз у нас стук усиливается, значит, есть подозрение все-таки, что, скорее всего, что-то плохо в поршневой. Сейчас сливаем масло и будем проверять его на наличие стружки. Потому что это как бы не есть хорошо, звуки такие. Вот наличие вот такой вот гадости на сливной пробке уже поговаривает о том, что в масле стружка. И это не есть хорошо на самом деле, блин. Потому что запчастей на этот мотор в России крайне сложно найти. Все придется заказывать из Китая, а это все долго. И вот мы сливаем масло, и вот можно обратить внимание вот на эту капельку. Да? Как вы можете видеть, она с блесками. То есть здесь в масле уже, и вот там вот тоже видно хорошо, что масло с блесками. То есть в моторе что-то отъехало. Сейчас будем снимать форсунки, смотреть, каким же поршнем она стучала. Ну, в общем-то, как я уже и сказал, вот оно. Блески, вот прям пятнышко такое. Все это в блесках. Вот, по-моему, какой-то кусочек тут еще плавает. В общем, мотор надо вскрывать. Но сейчас мы через форсунки глянем, в каком цилиндре беда, чтобы нам уже, ну, а сегодня, говорю, начнем, вот всплывает все это. Вот, а сегодня начнем, говорю, потихоньку все это разбирать. Вот, сейчас мы с вами заглянем в цилиндры. Это цилиндр первый у нас. Значит, здесь у нас, как вы можете видеть, вертикальные полосы, задрана вся поршневая. И с одной, и с другой стороны. Честно говоря, когда машина приехала, я не думал, что здесь так печально. Это сейчас я уже могу вам сказать, да, что здесь все плохо. Дальше, поверьте, там картинка будет не веселее. Тоже покажем. Вот. Ну, как вы можете видеть, здесь прямо налицо масляное голодание двигателя. Непонятно пока почему, но оно имеет место быть. И задрано на самом деле очень сильно. Дальше, забегая наперед, я вам сейчас скажу, что мотор потом мы будем разбирать. Я покажу еще дополнительно сравнение в моторах от H5, ну, классический 4D20, то есть первое поколение, скажем так, 4D20, с уже более свежим 4D20D. Здесь вот мы можем наблюдать, и видно даже по поршню, вот по блестящим моментам, что поршень уже стучал по ГБЦ. Видно это причем очень хорошо. Ну, что я могу еще здесь сказать? Дальше, вот я говорю, еще покажу там другие цилиндры. Можете понаблюдать тоже. В каком-то больше, в каком-то меньше у нас эти повреждения. Но сам факт того, что они имеют место быть. И это, ну, очень грустно на самом деле. Ну, в общем, по результатам видеоэндоскопии стало понятно, что заклинил, скорее всего, масляный насос, который у нас вот там стоит. Мотор начал голодать маслом, ну и, естественно, развалился. Хозяином было принято волевое решение о замене двигателя. Пойдем заказывать мотор, и после этого уже будем дальше. Я вам тоже покажу, мы обязательно разберем этот двигатель, обязательно сравним его с тем, что у нас стоит на H5. Это будет крайне интересный контент, потому что ни у кого такого не было еще. Вот заодно мы и посравниваем все это мероприятие. Я думаю, что
Может быть, с хозяином договоримся, он нам его оставит, и мы потом его разберем. А может быть, и перед тем, как придет мотор, мы просто его вытащим и разберем. Ну, а сейчас мы приостанавливаемся приблизительно на 1,5 месяца и ждем новый мотор. Вот, собственно, мы и вернулись к этому автомобилю. Для вас прошли секунды, для нас прошло 2 месяца. Сейчас мы будем вынимать отсюда мотор. Хозяин дал добро на дефектовку этого двигателя. Он хочет узнать, можно ли его потом восстановить. Вот. Почему было принято решение по замене двигателя? Потому что ждать двигатель 2 месяца, что ждать запчастей на этот двигатель 2 месяца. Потому что на Вингла у нас запчастей нету. И купить их у нас почти невозможно. Только через дилера за очень большие деньги. Вот. Сейчас мы, я говорю, приступаем к разборке. Здесь есть ряд решений от китайцев, которые не позволяют это сделать достаточно быстро. Особенно это вот эти хомутики, потому что вот здесь резиночки внутри, которые на быстросъемах, они достаточно капризные, и испортить ее недолго. Но в принципе, я говорю, сейчас мы аккуратненько. Здесь-то у нас пружинный хомут, а вот там внизу стоят вот такие стяжки. Мы сейчас аккуратненько гравером разрежем вот этот хомут, потом поставим на обычный хомут. Ну, не вот здесь, а вот там вот. Потом поставим на обычный хомут, и все это будет нормально держаться. В принципе, здесь, говорю, разбирается все достаточно просто. Единственное, что надо запоминать положение вот этих вот всех креплений под датчики и прочее. Есть ряд, скажем так, неудобств. Вот сейчас надо добраться до всех датчиков, их поотсоединять. Экология здесь уже удалена программно. Поэтому, по большому счету, потом порекомендуем хозяину удалить сажевый фильтр, чтобы не было проблем, так как здесь отключили и прожиг, и все остальное. То есть он теперь чистокровный Евро-2. Вот, что еще? Да, в принципе, я говорю, сейчас будем вытаскивать, а там по ходу, я говорю, я вам все тоже покажу. В общем, мотор мы отсюда извлекли. Теперь у нас вот, снимаем маховик, чтобы нам сейчас поставить мотор на стапеле, разбирать начать. Подшипник коленвал просто заклинил в усмерть, его видно аж плавило. Сцепление кончилось, тоже надо менять. Ну ладно, это бог бы с ним, это все сделается. Теперь наша задача, я говорю, сейчас снять маховик, повесим на стапель и начнем уже со стапеля снимать все остальное, переустанавливать на новый двигатель. А этот двигатель потом будет разбираться. Ну, точнее говоря, попутно это будет одно собираться, другое разбираться. Есть предположение, почему произошла такая петрушка вообще с мотором. Вот из-за таких вот фильтров. Вот это вот уже просто не первый человек, который ко мне обращался и ставил нечто подобное. И после этого у него начинались проблемы с моторами. Но это мы разберем тоже, будет более-менее понятно. Сняли сейчас масляный фильтр, а здесь получается, ну, резинка от фильтра прилипла, ладно, бог бы с ним. Но вот здесь должна быть, вот где отверстие, должна быть мембрана, а ее нету. Силиконовая такая мембрана идет, а ее здесь нету. У меня, к сожалению, даже фильтра нету вам сейчас показать. Или сейчас, секунду. Вот достали старый оригинальный фильтр, тут меняли человеку. И вот мы можем видеть внутри, вот он, черная, идет резинка силиконовая. То есть это клапан. Клапан мембран, так называемая. А вот здесь этого просто тупо нету. Здесь идет голый металл. Есть у меня подозрение, что эта резинка развалилась и забила нахрен все каналы. Ну, сейчас будем разбирать, говорю, постараемся все это внимательно рассмотреть. Вот сняли постель ГБЦ. Значит, в принципе, по самой плоскости постели, как бы привалочник к распредвалам проблем нет, но вот можно видеть кусочки алюминия. То есть это то, что перло по каналам. В целом, в принципе, и валы достаточно живые, еще поездят. Ну, посмотрим дальше, что там будет. Ну и как итог, вот что мы здесь видим. Это у нас третий, это второй цилиндр.
поршнем второго цилиндра он еще и по голове стучал. Это вот можно видеть по вот этим отблескам, как вы можете видеть, здесь вот их нету. И на ГБЦ, в принципе, видно, что вот эти вот следы, проблески вот эти светлые, что он по ней стучал. Вот. Сейчас мы будем разбираться. Попробуем сейчас провернуть коленвал, дальше покажу. У нас первый цилиндр, вот он четвертый. Сейчас продемонстрирую. Вращай, Серег. Сейчас. И вот видно, да? Заметили момент, да? Поршни живут отдельно друг от друга. То есть один у нас стоит, а второй уже пошел. Вот еще разок мы сейчас провернем до верхней мертвой. И вот здесь хорошо сейчас будет видно, смотрите. Вот. Вот, в общем-то, и вся разница. Я говорю, получается, у нас поршень второго цилиндра еще стоит, а остальное уже едет. Вскрыли поддон. Здесь как-то все очень грустно. Это причем я не могу понять, что это такое. То ли это резинка. Очень похоже на резинку. Хотя непонятно. Ну, вроде и не металл. Хотя нет, он блестит. Скорее всего, это кусок вкладыша. Да, что-то такое. Итак, по итогу. Значит, ну, на втором цилиндре, понятно. Тут на первом жопа полная. На втором тут он уже, как мы тут постояли, поржали маленько. Да, это, говорит, вкладыш специальный с полукольцом, который. На третьем тоже уже все печально. Четвертый такая же канитель. По-моему, тут где-то еще смотрел, там даже с побежалостями где-то была крышка. Ну, в общем, знатно маслом поголодал мотор. Сейчас будем коленку скидывать и смотреть, что же там, что же все-таки сталось. Добрались до коленвала. Естественно, все вкладыши провернула. Вон они, все замками кто куда. Вот здесь замок, например, да? Здесь замок, например. И здесь вот тоже его уже. Ну, в общем, все печально. В общем, весь этот мотор представляет из себя одну большую груду металлолома. Вот сейчас отмыли шатунно-поршневую группу. И видим следующее, да? По порядку идет. Первый, второй, третий, четвертый. Первый можно наблюдать по бежалости. То есть он перегрелся. Второй тоже уже пошел. Третий прям очень сильно. Ну и четвертый. То есть они все четыре уже в побежалости. Сейчас я разберу один шатун с поршнем. И мы пройдемся по основным, скажем так, различиям поршневой группы вот этого мотора 4D20D от 4D20 классического, который стоит на Hover H5. Так, давайте рассмотрим. Значит, что мы имеем? Вот это у нас 4D20D. То есть вингловский мотор. Здесь мы видим, да, у нас вот такая форма поршня. С таким вот навершием камеры, да. Это вот от 4D20. Здесь она более простенькая. И как мы можем видеть, если мы поставим их вот впускными клапанами, тоже имеет немножко другую форму. Теперь палец. Палец здесь прям такой мощный. Потому что если мы возьмем вот ховеровский, палец здесь сильно тоньше. Даже вот мы можем видеть, да, сколько здесь, где-то по 2 миллиметра разницы. Имеет вот такую конусную форму, и он палец тяжелее. У меня, к сожалению, весов нету. Я не могу вам ничего сказать. Вот, значит, по шатунам самим.
в принципе, изменения, опять же, да, у нас здесь более тонкая вот эта часть, навершие, скажем так, имеет немножко другую форму. Вот здесь вот у нас, например, было отверстие для подачи масла, скажем так, которое стекает с поршня, чтобы смазывало палец. Здесь этого уже нету. Ну да ладно, бог бы с ним. По толщине старый шатун был несколько больше. Имеет немножко другую форму. Но вот здесь само тело на 4D20D, оно более широкое. Теперь что еще? Стопорное кольцо. Вот это вот от 4D20D. Это от 4D20. То есть здесь прям маленькое такое дохленькое колечко. Здесь кольцо такое прям ого-го. Ну, сейчас я еще пройдусь по коленвалу немножко, по отличиям. То есть отличия есть. Китайцы работают, что-то там делают. Вот. Для чего это, не знаю. Новый мотор на 15 килограмм тяжелее старого. Я думал, что это, может быть, делалось там для облегчения двигателя, еще что-то. Нифига, он на 15 килограмм тяжелее старого. Чем это связано, тоже не знаю. Ну, ладно. Вот тут помыли мы вкладыши. Просто чтобы вам продемонстрировать. Я говорю, у меня складывается полное ощущение, что в один прекрасный момент в моторе закончилось масло. Потому что вот здесь вот вкладыш, его аж плавить начало. То есть он начал растекаться. То есть температура была сумасшедшая. Это вот со второго цилиндра, шатуна второго цилиндра. То есть температура в этот момент была просто сумасшедшая. Здесь вот вкладыши, я говорю, вот тут тоже начал плавиться, это с третьего. Коренные вкладыши тоже все изуродованы, просто изуродованы. То есть кто это... Ну, почему это произошло, я пока не знаю. Я говорю, сейчас хочу еще каналы попромывать и посмотреть, что будет. Вытечет там что-то или нет. Потому что масляный насос, я вчера клапан проверял, клапан вроде рабочий. Я бы понял, если бы он был заклинивший. Но клапан вроде рабочий. Поэтому очень интересно, почему так произошло. Куда делось давление масла. Теперь рассмотрим масляный насос. Как вы можете видеть, у нас звездочка-то сильно поедена. Ну, понятно, при таком количестве абразива. Вот ротор можем видеть. Да? Здесь все тоже. При таком количестве абразива. Так, продолжаем разбираться со всем этим безобразием. Вот вытащили мы редукционный клапан. То есть вот так вот он выглядит, да? Здесь вот втулочка, пружинка, вот тут вот штифтик стоит. То есть вот эта втулка, она стоит вот здесь внутри. Вот вам на примере другого старого масляного насоса, вот она стоит втулка. И при наличии избыточного давления, да, у нас вот подпор вот этой гайки стоит вот здесь сверху, шайба точнее вот здесь вот. Здесь штифтик. И вот этот клапан работает вот так вот. То есть вот эта втулка передвигается внутри насоса. Тем самым открывая, закрывая давление, ну, перепуская давление масла. При избыточном давлении оно перепускает его обратно, там, ну, и, в общем, вот так вот это все работает. Так вот, здесь получается втулка вот эта, вот ее можно видеть, она вся в абразиве. То есть она ходила и в один прекрасный момент заклинила. То есть, либо в моторе, опять же, говорю, возвращаясь к масляному фильтру, есть у меня подозрение, говорю, что фильтр неправильный, на неправильное давление и все остальное. Потому что, я говорю, уже я как-то смутно верю в эти совпадения, что, я говорю, за этот год, я говорю, человека 4-5, наверное, мне звонило, которым я отправлял запчасти на капиталку. Собирали, ставили вот такие вот дешманские фильтра, и там через какое-то время их либо раздувало, либо там давление масла загоралось, либо там вклинивали моторы. Такое было. И вот как-то крайне смутно я верю
похожее совпадение. Скорее всего, просто давление масла было недостаточное, а датчик давления масла в этом автомобиле, он, ну, туповатый на самом деле, если так вот посмотреть. Потому что он срабатывает только на минимальное давление. Минимальное давление масла 0,9 атмосферы. То есть, сами понимаете, что если у вас на высоких оборотах двигателя, ну хотя как это к дизелю это не очень применимо, высокие обороты, но неважно, 2-2,5 тысячи оборотов, допустим, вы едете, где у вас давление должно быть там 4-5, грубо говоря, там очень так, грубо говоря, да, давление масла должно быть 4,5-5 атмосфер, у вас выдается всего там 1. Естественно, что мотор начинает голодать маслицем, начинают разрушаться вкладыши, и после этого, естественно, вот этот вот абразив летит в клапан, и просто у вас, опять же, получается недостаточное давление, и все это разово умирает. Но, опять же, повторюсь, это мои предположения. Опять же, так как на том моторе был обрыв ремня ГРМ, возможно, где-то подсплющило вкладыш. Он начал, скажем так, неправильно работать, начал изнашиваться. И вот этот абразив начал лететь всюду, во все щели, грубо говоря. Такое я тоже допускаю. Но сейчас уже, говорю, сложно, конечно, выдвигать какие-то прям, скажем так, окончательные выводы делать. Потому что все это уже вот в таком плачевном состоянии. Теперь пройдемся по коленвалу. Значит, коленвал здесь, в принципе, визуально так очень похож на тот, что стоит на 4D20. Единственное, самое главное отличие, реперный диск для датчика стоит немножко по-другому. Здесь вот какая-то проточка есть. Не знаю, для чего это, но не суть. Вот. Значит, в целом здесь все так же. Все как обычно. С расписанным, какие вкладыши должны стоять. Ну, здесь вы сами видите, что с коленвалом. Как все это печально. В общем, весь мотор идет в утиль. Итак, мотор у нас собран. Как вы можете видеть, да, здесь уже вся обвязка сделана. Осталось поставить последнее. Это вот эту трубку термостата. Ой, что меня смущает вообще во всей этой ситуации с этой трубкой термостата? Во-первых, то, что она пластиковая. Вот раньше она у вас была алюминиевая. Что вам мешало ее оставить алюминиевой, непонятно. В масштабах производства стоимость производства такой крышки термостата как бы небольшая. Сейчас будем ставить. Вообще, как бы здесь прокладок никаких не предусмотрено, да, то есть он просто ставится вот так. Прокладка у нас идет на термостате. Но, так как вот эта штука пластиковая, китайцы, видимо, пошли на поводу у немцев, они первые начали вводить такую фигню. От времени вот эту плоскость бывает ведет, и она начинает течь. Вот чтобы этого не было, я чуть-чуть, повторяюсь, мазнул герметика, дабы обезопасить самого же себя от всего этого. В общем, сейчас ставим термостат и будем внедрять двигатель на место. Дроссельную заслонку специально сняли, потому что она очень мешается, когда там надо собирать все. Ну, а так, я говорю, по маслу мы его уже прожужжали масляным насосом. То есть он уже прокачан. То есть осталось, грубо говоря, его сейчас внедрить. По итогу все установлено. Сейчас заливаем жидкости, прокачиваем по топливу, будем запускаться. Ну, в общем-то, вот и все. Мотор работает ровно, без каких-либо проблем. Ну и подытожим. Хотели было уже расставаться с автомобилем, да не тут-то было. Стартером крутить, а у нас ничего не происходит. А тут вот какая штука. Сгнили контакты. Это все сейчас надо перепиновывать. Мы смотрим, тут начали заводить, вроде ключ на старт, а там нифига. Ничего не происходит, и дымок пошел. Думаю, где, чего? А оно вон что, оказывается. Все сгнило.
Здорово. По итогу проводочку мы здесь восстановили. Теперь все запускается, проблем нет никаких. Машина готова на выдание. Сейчас хозяин уже должен будет приехать. Что? Как вам картинка? На самом деле, я не понял, почему так произошло. Но предположение, я говорю, меня все-таки вот не оставляет мысль о этом масляном фильтре. Проверить мне его, к сожалению, нечем, на какое он давление и прочее работает. Но с такими масляными фильтрами, я говорю, ко мне обращалось несколько человек, что когда поставили такие фильтра, у них мотор сказал ква. Причем у некоторых это даже свежеоткапитальные моторы так делают. Не знаю, вот это лично моя догадка. А если у вас какое-то другое мнение, поделитесь в комментарии, обсудим. Вот. Также я постарался сделать, скажем так, небольшой обзор этого двигателя, потому что вы сами видели, в общем-то, да, что двигатели эти отличаются. Причем разница уже кардинальная достаточно в деталях блока. Ну, то есть, в принципе, в двигателе уже большая достаточно разница. Еще, кстати, один прикольный момент, когда мы надо было слить антифриз с автомобиля, мы в нем банально не нашли сливной пробки. Как оказалось, ее и нету. Как они подразумевают сливать антифриз, я не очень понял. Но, наверное, как-то сливают. Как это уже их это. Ну ладно, бог с ним. В общем, автомобиль нами уже выдан. Хозяин уже 1000 свою отъездил. Сейчас он будет менять масло и продолжать наблюдать дальше. Мы тоже с ним на связи, поэтому, я говорю, со всеми клиентами я на самом деле на связи. Всегда напишу, уточню, спрошу как-то вот. Обратная связь, она все-таки должна быть, как я считаю, по крайней мере. Ну, в общем, на этом все. Если вам понравилось видео, ставим лайки, пишем комментарии, подписываемся на канал. Всем вам всегда я рад. Всем всего хорошего, пока-пока.